Так значит, здоровье для тебя все-таки важно? Или твоя жизнь и жизнь близких тебе людей этого не стоят? Вначале идут наши ценности. Ценности определяют мысли, и только потом мысли. Тут и религия отойдет на второй план, и на статус плевать. Внедряйте в бизнес продажи через ценности и увидите, что цена не имеет значения. Всем привет! Сегодня хочу поговорить на тему базовые ценности и как ценности можно встроить в бизнес. Сейчас расскажу одну историю из своего теплого списка. Я партнер сетевой компании Coral Club. Ниша здоровье, здоровый образ жизни, правильное питание, ну и так далее. В общем, встречи по здоровью я провожу много. И вот общаюсь на тему здоровья со своим знакомым, который вел яркий образ жизни, тусня, движухи, ну и так далее. И на мой разговор о здоровье ответ был примерно такой: да нафиг нужно, один раз живем. Был бы левый человек, я бы не стал его дальше мурыжить, но в близком своем окружении хотелось максимум донести ценность продукта. Так вот, я ему говорю: да, конечно, ты красавчик, душа компании, весельчак, но уже потихоньку нет-нет до последствий движухи ощущаешь? Ну да, говорит, бывает. Но понимаешь, что когда-то это может выстрелить и не по-шуточному. Знаешь, что у кого-то, например, хватает инсульт? Он говорит: ну и что? Ну вот представь себе, вдруг тебя навестит такая хрень. Ну ведь не исключено же. Ну и допустим, ты крутой, тебе пофиг. Зато ярко все было. Но только картинку себе дорисуй. Ты лежишь бревном, а твоя жена, твои дети меняют тебе утку. Они же тебя любят. И вот ты лежишь бревном, а башка-то работает, и ты понимаешь, что всю эту хрень сделал ты. И ты смотришь в глаза жены, в глаза детей, они ничего тебе не говорят. Но в их глазах ты тоже читаешь, что сделал это все ты. Скажи, тебе правду насрать на эту ситуацию? Ты все так же один раз живем? Он отвечает: ну нет, а нафига ты мне такие страшилки рассказываешь? Да блин, потому что лучше что-то делать сейчас, чтобы этого не случилось, а не хвост распушать, как павлин. Скажи, вот если бы тебе сейчас встретился волшебник, и он сказал бы, что если будешь мне платить $500 в месяц, то с тобой этого никогда не случится, будешь платить? Ну, наверное, да. Так значит, здоровье для тебя все-таки важно? Может, тогда есть смысл инвестировать в свое здоровье $5 в день и немного дисциплинировать себя? Или твоя жизнь и жизнь близких тебе людей этого не стоят? В конечном счете он пользуется продуктом уже 3 года, и не только сам, но и семья тоже. Продажи через ценности – это очень мощный инструмент. Манипуляторы, кстати, тоже часто им пользуются, но я рассчитываю, что меня смотрят люди с благородными целями. Так вот, к чему я рассказал эту историю? На самом деле у каждого из нас есть свои ценности. Они разные. И у моего знакомого здоровье было не ценность. А вот семья, да, для него это очень высокая ценность. И если вы знаете, как с помощью вашего продукта, услуги, бизнес-возможностей вы можете дать человеку то, что для него ценно, вам никогда не придется продавать. У вас будут покупать. Большинство людей считает, что когда они совершают покупку, это они сначала подумали, взвесили, а потом мысли определили их действия. Но если быть более точным, вначале идут наши ценности. Ценности определяют мысли, и только потом мысли определяют действия. И чем больше вы в продажах концентрируетесь на ценностях, тем менее важной для покупателя становится цена. Как я говорил, ценностей много, и у каждого они свои. Научиться определять ценности у других людей – это навык. По щелчку пальца не получится. Кстати, кому интересно, как выявить свои ценности, есть несложное упражнение. И кому это надо, напишите в комментариях под этим видео «Хочу определить ценности». Вышлю упражнение каждому отдельно. Только есть еще один нюанс. Потом смотрите в комментариях мой ответ. А то в предыдущем видео плюсиков понаставили много, вот ответов уже никто не смотрит. Мне сложно будет вам так помочь. Итак, продолжим. Научить всех сейчас, как выявить ценности у других людей, у меня не получится. Ну, я сейчас поделюсь с вами 8 базовыми ценностями, которые подходят для 90% людей.
Если вы заранее продумаете, как показать, что ваш продукт, услуга или предложение бизнес-возможности может помочь человеку, цепляя его ценности, вы удивитесь, как начнет расти ваш товарооборот. Если вы говорите о том, что задевает ценности человека, вас по-любому будут слушать. Вот смотрите, я занимаюсь в теме здоровья, и со сцены моей компании часто можно слышать, что здоровье – это ценность номер один абсолютно для каждого. Что это ниточка, на которой все висит, не будет здоровья, все остальное нам не нужно. И я сам так говорил, пока не стал глубже изучать продажи. Так вот, я вам скажу, что здоровье – это действительно та ниточка, на которой висит абсолютно все. Только это является ценностью исключительно для успешных людей. Большинству пофиг на здоровье. Ну, давайте так. Как много людей в вашем окружении ходят к стоматологу на регулярную чистку зубов от камней? Много таких? А сами вы? Нет? А почему так? Да потому что нет ценности. А когда зуб заболит, сколько людей пойдет к стоматологу? Все? Почему? Потому что отсутствие боли – это уже ценно. Понимаете? Я сейчас перечислю вам 8 обещанных базовых ценностей от самой малозначимой до сильно значимой, и мы вместе посмотрим, почему именно так. На 8 месте – высшие эмоции. Религия, искусство, творчество, саморазвитие, успех – это все высшие эмоции. Кстати, пойти на события вашей сетевой компании – это тоже высшие эмоции. Вот вам и первый момент, который можно встраивать в свои презентации. 7 место. Статус. Или можно назвать престиж. Крутые тачки, часы, одежда. Сколько людей на это тратят денег? Сколько историй вы знаете, когда человек, взяв какую-то крутую машину в кредит, а потом на продуктах экономит? Знакома такая ситуация? Почему так? Потому что для подавляющего количества людей важно, насколько значимо мы выглядим в глазах других людей. Именно поэтому для удовлетворения этой ценности в сетевых компаниях есть автобонус. 6 место. Семья. Кто-то сейчас, возможно, возмутится, как это так, семья аж на 6 месте. На самом деле все просто проверяется. Помочь брату, сестре, семье или купить новые часы. Что выберут большинство? Конечно, помочь семье. А вот если на кон поставить большие деньги, ну, по-настоящему большие деньги, миллионы, ну, там, я знаю, миллиард, сколько людей перешагнут через семью? Чувствуете? Тут не будет уже однозначного решения, как с часами. Многие заколебаются. Поэтому 5 место – большие деньги. Кстати, если взять мир кино, особенно американское, везде есть чемоданчик с деньгами. Теперь, я думаю, вы понимаете, что это не случайно. Это все для того, чтобы зацепить за ценности. Итак, двигаемся дальше. 4 место. Отношения между мужчиной и женщиной. Огромное количество людей готовы отдать любые деньги за отношения. Знаете истории, когда мужчина готов отдать квартиру, машину, бросить своих друзей, лишь бы она была рядом с ним. Это очень большая ценность. Опять же, вернусь к кинематографу, уж очень круто эти ребята управляют нами, опираясь на ценности. Например, в Украине президента выбрали задолго до выборов благодаря кино и упор на ценности. Про отношения мужчины и женщины в кино. Какой бы ни был кровавый боевик, там всегда будут затрагивать тему отношений. Опять же, все, чтобы зацепить нас за ценности. 3 место. Свобода. Жизнь без ограничений. Помните, я вам про стоматолога и про зубную боль говорил в начале? Так вот, боль накладывает на нас ограничения, и вы готовы потратить время, заплатить любые деньги, только чтобы это прошло. Ведь так? И здесь вы и про девушку свою забудете, а ведь сегодня она позвала вас первый раз к себе домой. Или возьмем инвалида. Человек там бесконечности или глухонемой, сколько он готов заплатить, чтобы это изменить?
Вы понимаете, что здесь человек поступит со всем? Тут и религия отойдет на второй план, и на статус плевать, и семья, и отношения. Все перекроют ограничения свободы. Второе место. Как вы думаете, что может быть настолько ценным, но все же не стоит на первом месте? Жизнь. Жизнь или, если хотите, смерть. Ведь не случайно в фильмах разыгрываются трагедии, показывают сцены убийств, в новостях рассказывают, как произошла авария и столько-то людей погибло. Нас это очень глубоко цепляет. И тот же инвалид, согласитесь, уже не захочет себе вернуть ногу ценой собственной жизни. Ну и первое место. Что может быть ценнее жизни? Дети. Дети. Ради них мы готовы отдать жизнь. Именно поэтому дети на первом месте. Это самое ценное для 90% людей. Кстати, парадокс. Ради детей 90% людей готовы отдать все. Жизнь, отношения, карьеру, жить в нищете, лишь бы дети были счастливы и жили в достатке. А стать богатым ради своих детей, рассмотреть бизнес-возможности готовы только 5%. Цепануло? Надеюсь, что да. Поэтому я каждому из вас желаю поднять свой зад, начать изучать продажи и быть богатым ради своих детей. Ну и подумайте теперь, как, опираясь на эти 8 базовых ценностей, вы можете представить сильные стороны своего продукта, услуги или бизнес-возможности. Внедряйте в бизнес продажи через ценности и увидите, что цена не имеет значения. Ну а на этом у меня сегодня все. Кому был полезен, ставьте палец вверх. Ну и не забывайте подписываться на канал. Здесь каждую неделю вас ждет полезная информация по продвижению в MLM. Пока!